Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно загляните в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим подписчикам, постоянным зрителям, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Моя большая группа поддержки, не устаю каждое видео это говорить. Много разных стран, много разных городов, и настолько приятно. Спасибо, спасибо вам большое. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, да, и с такой палитрой работали, делали узорчик. Сегодня я хочу показать вам узорчик для шали. Возможно, это просто небольшая накидка, да, возможно, это платок и так далее. То есть размером вы уже определяетесь сами. Я показываю вам образец узорчика, а дальше вы уже непосредственно думаете, что это будет у вас, какого размера, так скажем, да, какого объема, какого масштаба. Итак, ниточки Alize Angora Gold Simli. Смотрим дальше. В 100 граммах здесь находится 500 метров. Состав 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. Видите, как блестит? Интересный такой зеленый отлив-перелив. Крючок, смотрите, советует производитель, берите от 2 до 4. Мы берем 3. Мы работали с этой ниточкой, 3. В принципе, все устраивает, да. Но вы для себя, если что, подбирайте. Хотите более воздушное полотно, берите крючок потолще. Хотите более плотное полотно, берите крючок потоньше. Угу. Так, смотрите, цвет. Сразу же скажу, цвет, смотрите, 515, кому будет интересно. И на картинке, да, видите, даже производитель показывает, что очень хорошо будет смотреть, да, на ниточках, в палантинах, в шалях и так далее. Ну что, приступим. Схемку к данному узорчику я прилагаю. Схемка немножко мутновата, но какая есть. Следите за руками, следите за речью, да, если что, буду подсказывать и так далее. Опытные мастерицы, конечно, могут делать схемку, вязать уже непосредственно по схемке. Итак, смотрим на схемку, повторяем. Для начала мы делаем петельку фиксации. Все как всегда. Так, зафиксировали. Кончик потом, поэтому мы этот, конечно, спрячем. Да? Итак, 6 воздушных петелек набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И возвращаемся к самому первому петельке, да, цепочки, вот к самой первой петельке. Ныряем в эту петельку, вытягиваем ниточку и сразу же эту же ниточку протягиваем через петельку на крючке. Оп, все, вот у нас получилось вот такое вот колечко. Теперь с этим колечком будем работать. Итак, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Ныряем вот в это колечко, нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. Столбик с накидом получается. 1, 2. Есть. Опять накид, нырнули в колечко, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Итого получается у нас здесь 3 столбика. Вот эти первые петельки подъема, да, 3 петельки подъема, это имитация столбика. То есть столбик 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3. Далее 1 воздушная петелька. И опять ныряем в колечко и провязываем точно такие же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Есть. Еще 3 столбика с накидом. Опять воздушная петелька. Опять ныряем в колечко и провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, сюда же нырнули 2 и сюда же нырнули 3. Так, у нас уже получается 3 пары. 1 пара, да, 2, 3. И последний раз воздушная петелька. Еще раз делаем 3 столбика с накидом. 1, 2, столбик с накидом. И 3 столбик с накидом сюда же в колечко. 3. Все. Вот получается 4 раза мы провязали по 3 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь наша с вами задача соединиться столбиком с накидом. Берем столбик с накидом. И вот первые 3 петельки подъема, которые были, да, вот за 3-ю петельку цепляемся. Аккуратненько цепляемся. И провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Мы таким образом как бы заканчиваем наш такой шарик, да, кругляшок. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Повернули. Так, смотрим. Наша с вами задача получается сейчас, вот видите, арочка. Между 3 столбика, между ними арочка с воздушной петелькой. Так вот, получается, мы в эту арочку ныряем
и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Воздушная петелька. Опять сюда ныряем, опять провязываем такие же 3 столбика. Раз, столбик с накидом, 2, столбик с накидом, 3, столбик с накидом. Так, понятно, да? То есть, получается, вот в этой арочке у нас оказалось 6 столбиков с накидом, и между ними одна воздушная петелька. Идем дальше. Одна воздушная петелька. Вот, следующая арочка. Опять 3 столбика пропустили в следующую арочку. Из воздушной петельки ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, и сюда же 3 столбика с накидом. Есть. Опять воздушная петелька. И опять сюда же ныряем и провязываем еще такие же 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. То есть здесь у нас тоже в этой арочке оказалось 6 столбиков. Видите, да? Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Идем дальше. Делаем воздушную петельку и ныряем в следующую арочку. Да, между 3 столбиками, 3 столбика, 3 столбика, между ними воздушная петелька. Ныряем в эту арочку и провязываем точно так же. 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Воздушная петелька. И сюда же опять еще раз. Раз, 2, 3. 3 столбика с накидом. То есть получается точно так же. Опять здесь в этой арочке. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков с накидом. А теперь делаем накид и присоединяемся. Вот, помните, у нас 3 столбика. Раз, 2, 3. Так, и мы здесь, получается, присоединялись. Так вот, к третьему столбику вот так вот присоединились и сделали столбик с накидом. Вот, то есть если посмотреть, у нас получается это низ, так, наши, получается, шальки платочка, так, а дальше, получается, вот это будет, получается, около горлышка, так, широкая часть, а вот так вот будет сужаться. Поняли? То есть вот такой платочек у нас будет. Здесь основание, дальше там будет верхушка. Идем дальше. Делаем 3 петли подъема. Раз, 2, 3, поворот. И теперь смотрите, опять также мы ныряем вот в эту арочку, то есть 3 столбика пропускаем, вот она арочка из воздушной петельки, ныряем и провязываем точно так же. 3 столбика с накидом, воздушная петелька и 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Воздушная петелька. И сюда же опять ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Есть. А дальше смотрите внимательно. Делаем одну воздушную петельку. И вот смотрите, получается, там, где у нас была арочка из воздушной петельки, так, мы в эту арочку ныряем, делаем столбик с накидом. Раз. Далее мы делаем 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. И опять ныряем в эту же арочку. У нас получается как бы такая вот большая-большая рогатка. Да? Видите, вот. Ножка первая, ножка вторая, между ними 4 воздушные петельки. Идем дальше. Воздушная петелька. Вот мы находимся как бы в середине, да? Вот у нас основание, вот у нас верхушка. Вот, в этот центр. Мы будем провязывать этот центр всегда одинаково, в каждом ряду. 3 столбика с накидом в арочку. Раз, 2, 3. Воздушная петелька. И опять сюда же ныряем. Еще провязываем точно такие же 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Поняли, да? Вот, вот наша получается верхушка. Вот наша. Снизу идет и поднимается наверх. Все, получается, ряды мы будем провязывать одинаково. Везде будет вот такой вот веерочек, состоящий из 6 столбиков. Между ними одна воздушная петелька. Идем дальше. Опять одна воздушная петелька. Вот следующая арочка между столбиками. В эту арочку ныряем. Провязываем столбик с накидом. Раз. Опять 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. В эту же арочку нырнули. Провязали вторую ножку, да, получается, наши рогаточки. Столбик с накидом. Вот, видите, наша рогаточка. Далее опять делаем накид. И вот наши 6 столбиков. Мы ныряем, получается, опять в арочку. И 5 провязываем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Воздушная петелька. И сюда же опять 3 столбика с накидом. Раз, 2,
и 3. И вот смотрите, видите, опять наши 3 столбика. Раз, два, три. Присоединяемся вот к третьему столбику, вот так вот. И заканчиваем наше вязание столбиком с накидом. Вот, то есть мы выровняли наш краешек, понятно, да? Вот, видите, потихонечку начинает расти красота. Идем дальше. Делаем опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И опять, видите, то есть мы, получается, по краю, вот если мы смотрим на нашу шаль, на нашу будущую, да, то есть получается влево и вправо будут вот эти вот как раз веерочки из 6 столбиков с накидом. И по центру это будет все время одинаково, а между ними, получается, будет расти узорчик. Итак, 3 воздушные петельки сделали, ныряем опять в арочку и провязываем точно так же. 3 столбика с накидом, воздушная петелька, 3 столбика с накидом. Итак, раз столбик, второй столбик, третий столбик, воздушная петелька и сюда же раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом. Все, вот наш веерочек, который сбоку готов. Идем дальше. Теперь делаем опять одну воздушную петельку, и вот мы ныряем в нашу вот эту большую арочку, и в эту большую арочку мы должны будем провязать 9 столбиков с накидом. Итак, ныряем и провязываем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Есть. Вот будет такой вот огромный веерочек. Так, из 9 столбиков с накидом. Далее, одна воздушная петелька. И, смотрите, опять наш веерочек из 6 столбиков с накидом. Опять ныряем в эту арочку и провязываем 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Воздушная петелька. И опять продолжаем сюда же столбик с накидом. Раз. 2. 3. Поняли, да? Вот он наш центральный веерочек. Все, опять одна воздушная петелька. Ныряем в нашу большую вот эту арочку, провязываем 9 столбиков с накидом. Так? Как только провяжете 9 столбиков с накидом, повторяйте, то есть правую часть, да? Провязывайте 9 столбиков с накидом, опять воздушная петелька. Сделали вот этот веерочек из 6 столбиков с накидом, да? 3 столбика, воздушная петелька, 3 столбика. Присоединитесь к последнему столбику, здесь я вас встречаю. Договорились? То есть ваша задача теперь повторить полностью все, что мы провязали с правой стороны, вы повторяете с левой стороны. Давайте. Вот здесь непосредственно я вас встречу. Так, смотрите, вот довязали, получается, наш большой веерочек из 9 столбиков с накидом, воздушная петелька. Вот наш маленький веерочек боковой, 3 столбика, воздушная петелька, 3 столбика. И заканчиваем наш, получается, этот ряд. Вот 3 столбика, раз, два, три, да, от предыдущего веерочка. К третьему столбику присоединяемся и провязываем столбик с накидом. Все, ряд закончился. Идем дальше. 3 воздушные петельки, поворот. Здесь все то же самое, видите, да, повторяются все веерочки. И здесь точно так же. Опять 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Воздушная петелька. И сюда же. Раз, столбик с накидом. 2 и 3. Сделали веерочек наш крайний. Дальше. Воздушная петелька. Теперь смотрите внимательно. Вот наш веерочек из 9 столбиков с накидом, накид, присоединяемся к самому первому столбику и провязываем столбик с накидом. Раз. Далее смотрите, делаем одну воздушную петельку и продолжаем вязание столбиков с накидом во второй столбик. Одна воздушная петелька в третий столбик. То есть мы провязываем те же самые столбики, только между ними делаем по воздушной петельке. Четвертый столбик. Воздушная петелька, пятый столбик, воздушная петелька, шестой столбик, воздушная петелька, седьмой столбик, воздушная петелька, остались восьмой столбик, воздушная петелька и девятый столбик. Видите, то есть как бы наш веерочек вот этот, он расширился, видите? Вот он стал побольше и пошире. Идем дальше. После этого веерочка
получается, делаем точно так же воздушную петельку и направляемся к центральным нашим веерочкам и провязываем их точно так же. Опять 3 столбика с накидом, воздушная петелька и 3 столбика с накидом. Помните, да? Воздушная петелька и 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Опять воздушная петелька и переключаемся на наш веерочек и провязываем каждый столбик, да, точно так же и между ними по одной воздушной петельке. Воздушная и опять здесь второй столбик и так далее. То есть ваша задача с левой стороны, да, вы повторяете все то же самое, что мы только что провязали с вами с правой стороны. Я думаю, это несложно, и вы справитесь. Угу. Давайте вот так вот веерочек большой, потом вот наши боковые вот эти вот веерочки, и вот здесь я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот сделали большой веерочек, закончили наш боковой веерочек, и теперь заканчиваем ряд. То есть после веерочка делаем накид и опять присоединяемся, вот, да, раз, два, три столбика ниже лежащего ряда, вот к третьему столбику присоединяемся и провязываем столбик с накидом. Есть. Опять 3 воздушные петельки подъема, поворот, накид. Вот в арочку из воздушной петельки ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3. Воздушная петелька и опять раз, 2, 3. То есть здесь ничего сложного. Вы уже поняли принцип, да? Идем дальше. После нашего веерочка делаем воздушную петельку. И смотрите, вот присоединяемся к первому столбику. Столбиком с накидом. Есть. Далее смотрите. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Один столбик мы пропускаем. И к следующему столбику присоединяемся и провязываем столбик с накидом. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять один столбик пропускаем. К следующему присоединяемся. Столбик с накидом. Это как бы такие большие окошечки формируются у нас, да? 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять один столбик пропускаем. К следующему присоединяемся столбиком с накидом. И раз, два, три воздушные петельки. Столбик один пропускаем и присоединяемся к последнему столбику. Вот. Видите? То есть у нас вот так вот как бы вширь пошел такой вот веерочек и образовалось 4 окошечка. Раз, два, три, 4. Опять воздушная петелька и центральный непосредственный наш веерочек, который мы уже знаем и умеем как вязать. Раз, два, три. Воздушная петелька и сюда же. Раз, два, три. Не забывайте делать воздушную петельку. И точно так же присоединяемся к первому столбику. И продолжаем вязание точно так же, как мы делали здесь. То есть делаем 4 вот таких окошечка. То есть 3 воздушные петельки, столбик пропустили, следующий присоединились. Поняли, да? И заканчиваем ряд вот таким же нашим веерочком. А здесь я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, сделали точно такие же 4 окошечка. Провязали наш боковой веерочек и заканчиваем точно так же. К третьему столбику присоединяемся предыдущего ряда. Вот, присоединились и провязали столбик с накидом. Опять 3 воздушные петельки, поворот и опять наш боковой веерочек в арочку из воздушной петельки. Раз, два, три. Воздушная петелька и сюда же опять 3 таких же столбика с накидом. Раз, два, три. Есть. Смотрите, теперь делаем одну воздушную петельку, ныряем вот в эту арочку, вот, которая после окошечка, да, была перед веерочком. Вот эта вот арочка. В нее ныряем и делаем столбик с накидом. Раз, 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И сюда же опять в эту же арочку ныряем, делаем второй столбик с накидом. То есть мы сделали точно такую же большую рогатку, вот, как мы делали вот здесь. Вот, понятно? То есть у нас дополняется, наш узорчик начинает расти. Далее, после этой рогаточки что мы делаем? Присоединяемся вот к первому окошечку. Видите, первое окошечко, да? Вот получается 3 воздушные петельки. Присоединились столбиком без накида. Раз. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В следующее окошко ныряем столбиком без накида. Раз. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В следующее окошко ныряем точно так же. Столбик без накида. Раз. Опять 3 воздушные петельки. И в последнее окошко опять ныряем и делаем столбик без накида. Есть. А далее, смотрите, делаем накид
И вот эта вот арочка, которая между окошком, да, и следующим веерочком, вот в эту арочку ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз, 4 воздушные петельки, раз, два, три, 4. И сюда же опять нырнули, провязали еще один столбик с накидом. Получилась вот такая вот рогатка. Видите? То есть мы здесь готовим новую рогаточку вот для такого веерочка. И здесь готовим новую рогаточку вот для такого веерочка. Далее переключаемся, получается, делаем одну воздушную петельку и вот наш центральный веерочек. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Воздушная петелька. И еще такие же 3 столбика с накидом сюда. Раз, два, три. Понятно, да? Все, теперь опять воздушная петелька. И ныряете между веерочком и окошечком вот в эту арочку. И провязываете рогаточку. Столбик с накидом, 4 воздушные петельки. И сюда же опять еще один столбик с накидом. Все, а дальше идете по окошечку. Сразу же, да, присоединяйтесь столбиком без накида. 3 воздушные петельки, столбик без накида, 3 воздушные петельки, столбик без накида, 3 воздушные петельки, столбик без накида и сразу же рогаточка. А после рогаточки воздушная петелька и вот этот веерочек. Понятно, да? То есть ваша задача опять повторить слева все, что мы с вами провязали справа. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, провязали точно так же, как и с правой стороны. Вот подготовили раз рогаточка, вот два рогаточка, так. И я уже провязала веерочек и уже повернулась и уже с другой стороны начала провязывать веерочек. Ну, вы же уже умеете его вязать, да, то есть вам не сложно. Итак, провязали веерочек. Дальше мы делаем одну воздушную петельку. И смотрите, вот наша рогаточка. В эту рогаточку ныряем полностью, да, вот так вот. И провязываем 9 столбиков с накидом. То есть все так же, как вот и здесь сделали. Итак, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот опять наш большой такой веерочек. И сразу же без воздушных петелек мы сразу же ныряем в первое окошечко, которое видим. Вот оно, да, наше окошечко, арочка. Ныряем и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В следующее окошко ныряем и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И в следующее окошко опять ныряем и провязываем столбик без накида. Понятно, да? Вот. Так, накид. И ныряем, получается, в нашу рогаточку и провязываем те же самые 9 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот, видите? То есть у нас, получается, был один веерочек, теперь у нас уже два веерочка. То есть расширяется у нас наш рисуночек. Итак, после веерочков воздушная петелька и вот наш центральный веерочек из 6 столбиков с накидом. Между ними находится 3 столбика, да, воздушная петелька и 3 столбика. То есть все несложно. Воздушная петелька и те же самые 3 столбика. Сюда же. Раз, два, 3. Угу. Вот. Теперь ваша задача повторить справа все то же самое, что мы... Слева, вернее, повторить то, что мы провязали справа. То есть вот в рогаточку вы провязываете 9 столбиков с накидом. Затем в каждое окошечко провязываете по столбику без накида. Так, опять рогаточка, опять 9 столбиков с накидом. И заканчиваете вот наши 6 столбиков, да, боковые. И здесь я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, какая красота получается. Вот наш веерочек мы с вами, да, провязали. Закончили наши окошечки. Еще один веерочек. И вот боковой веерочек я уже провязала. И повернулась уже и провязала в следующем ряду еще веерочек. Итак, ну вы же умеете, да, боковые вязать. То есть не страшно, не пропустили. Итак, вот мы провязали с вами 6 наших столбиков. Делаем опять воздушную петельку и переключаемся на веерочек. Помните, как мы здесь вязали? То есть все те же самые 9 столбиков, между ними одна воздушная петелька. Напомню. Итак, столбик с накидом 1, между ними воздушная петелька 2, столбик с накидом, воздушная петелька 3, столбик с накидом, воздушная петелька 4, столбик с накидом,
воздушная петелька 5, вспоминаете, да? Воздушная петелька 6, воздушная петелька 7, воздушная петелька 8, воздушная петелька 9. То есть все то же самое, как мы в предыдущем, получается, веерочке. Угу. Вот, видите, вот у нас такой получается красивый веерочек. Далее сразу же перепрыгиваем наше окошечко, вот это вот небольшое, и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и опять перепрыгиваем в окошечко, столбик без накида. И сразу же без воздушных петелек перескакиваем опять к веерочку и провязываем те же самые столбики, так, между которыми одна воздушная петелька. Итак, давайте столбики провязывайте по одной воздушной петельке. Далее, когда закончили веерочек, воздушная петелька и центральный веерочек. Угу. Опять воздушная петелька, вот такой большой веерочек, как мы провязывали здесь вот с воздушными петельками. Так, опять провязывайте окошечки, между ними, получается, между столбиками 3 воздушные петельки. Опять веерочек и заканчивайте боковым непосредственно веерочком. Я думаю, здесь несложно, да? Все, давайте. Встречаю вас уже здесь. Вы большие молодцы. Так, смотрите, растет красота. Вот мы провязали большой веерочек, да, центральный получается веерочек. Опять большой веерочек. Одно маленькое окошечко у нас получилось по итогу, да, здесь и здесь. Опять большой веерочек и закончили нашими боковыми веерочками. Я уже начала следующий ряд. Опять веерочек сделала. И смотрите, вспоминаем, что мы делали с нашим веерочком, да, в предыдущих рядах. Итак, вот наш боковой веерочек провязали из 6 столбиков с накидом. Далее воздушная петелька. И смотрите, опять ныряем там, где у нас первый столбик, вот нашего большого веерочка. Первый столбик. Провязываем столбик с накидом. Далее делаем окошечко. 3 воздушные петельки. Пропускаем столбик, следующий столбик, провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Опять пропускаем столбик с накидом, следующий столбик с накидом, провязываем столбик с накидом. Опять 3 воздушные петельки. Опять столбик пропустили, в следующий провязали столбик с накидом. 3 воздушные петельки и столбик пропускаем, и последний столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Помните, да? Вот наши вот эти вот окошечки. Вот они и есть, эти окошечки. Далее переключаемся на следующий веерочек, но получается между этим столбиком и следующим сделаем одну воздушную петельку. Итак, воздушная петелька. Вот наш большой веерочек. Прицепляемся к верхушке первого столбика с накидом. Есть. 1, 2, 3 воздушные петельки. Столбик пропускаем и следующий столбик. Помните, да? 1, 2, 3. Столбик, получается, пропускаем. 1. Следующий столбик провязываем столбик с накидом. 1, 2, 3. Столбик пропускаем. Следующий столбик, столбик с накидом. 1, 2, 3. Столбик пропускаем, следующий столбик с накидом. Помните, да? Все, вот получается наши окошечки готовы. После того, как окошечки провязали, воздушная петелька, переключаемся на центральный веерочек. Все, понятно? Все, несложно. Ваша задача теперь с левой стороны повторить точно так же, как мы провязали с правой стороны. Все точь в точь. 1, 2, 3. Уже закончу центральный веерочек. Все. Дальше воздушная петелька, окошечки. Так? И получается, не забудьте, что между окошечками будет здесь одна воздушная петелька. Вот здесь вот одна воздушная петелька. Опять окошечки и заканчиваем боковыми веерочками. Красота? Красота. Давайте, я вас здесь встречаю. Итак, смотрите, вот сделали окошечки, да? Между, получается, окошечками здесь вот одна воздушная петелька. Окошечки и опять боковой веерочек. И я уже сделала на следующий ряд веерочек. Угу. Потому что вы уже умеете вязать боковые веерочки. Итак, смотрите. После веерочка, получается, мы делаем опять воздушную петельку. И ныряем вот в эту арочку, которая между вот этим веерочком, да, и между окошечком. Ныряем в арочку и делаем рогатку. 1 столбик с накидом, 4 воздушные петельки. И сюда же 2 столбик с накидом. То есть вот наша первая рогаточка. Да? Помните, как рогаточка была вот здесь вот, как рогаточка была вот здесь вот. То есть мы здесь, получается, делаем подготовку к новому веерочку. Далее, как только мы сделали рогатку, получается, мы сразу же ныряем в окошко без воздушных петелек и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки, ныряем в следующее окошко,
провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки, ныряем в следующее окошко, столбик без накида. 3 воздушные петельки, ныряем в окошко, столбик без накида. Далее смотрите, у нас здесь получается между окошками делали одну воздушную петельку. Накид, ныряем вот в эту получается арочку и провязываем столбик с накидом. Раз, 4 воздушные петельки, раз, два, три, 4. То есть мы здесь получается готовим с вами еще одну получается рогатку, сюда же столбик с накидом для следующего веерочка. Поняли, да? То есть вот наша рогаточка первая, вот наша рогаточка вторая. Пошли дальше, опять нырнули в окошко, столбик без накида, 3 воздушные петельки, нырнули в окошко, столбик без накида, 3 воздушные петельки, опять нырнули в окошко, столбик без накида, 3 воздушные петельки и нырнули в окошко. Угу. Все, вот наши столбики без накида закончились. Далее, как только заканчиваются окошки и начинается веерочек, вот в эту арочку с одной воздушной петельки, еще одну рогатку делаем, третью. Столбик с накидом раз, 4 воздушные петельки, столбик сюда же с накидом 2. И обязательно не забыли сделать воздушную петельку, и только потом переключаемся на центральный веерочек. Опять 3 столбика с накидом, воздушная петелька и сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Понятно, да? То есть, видите, мы подготовили рогаточки для еще веерочка. Тут был один веерочек, 2 веерочка, а тут будет, смотрите, раз, два, 3. Поняли, да? Давайте подготовьте с левой стороны самостоятельно. И здесь я в конце ряда вас встречаю. Итак, смотрите, вот подготовили, получается, раз рогаточка, 2 рогаточка, 3 рогаточка, да? Закончили веерочком, я уже начала новый ряд, новый веерочек. Смотрите, теперь ваша задача провязывать все точно так же, как мы провязывали в предыдущих рядах с веерочками. То есть здесь у вас опять будет 9 столбиков с накидом, да? Здесь вы, получается, закрываете окошечки. 9 столбиков с накидом, закрываете окошечки и так далее. Так? Потом у вас, получается, идут столбики через воздушную петельку. Угу. И вы опять еще одно окошечко закрываете. Опять идут столбики, между ними воздушная петелька. И потом вы делаете уже окошечки, так? И соединяете непосредственно, у вас уже будет 3 веерочка, да, то есть вы будете их соединять. И у вас в следующем ряду, получается, уже будет подготовка к 4 веерочкам. Поняли, да? То есть оно будет постоянно расти. Вот. Вы можете остановиться на данном этапе и уже посчитать. В описании к видео есть приблизительный расчет, как можно посчитать, сколько пряжи потребуется на ту шаль, которая необходима вам по размеру. То есть вы приблизительно знаете, какой размер вы шали хотите, замеряете свой образец, смотрите, сколько ниточек пошло у вас на образец, пропорционально высчитываете, естественно, сколько у вас будет ниточек на непосредственно вашу шаль. Возможно, это будет у вас платок на шею, да? Возможно, будет средних размеров. Возможно, у вас будет шаль до колена. То есть на ваше усмотрение, как хотите. Пряжа может быть тоже любая, да? То есть смотрите внимательно, вяжите, считайте, просчитывайте. То есть точно вам как бы сказать никто не сможет, потому что смотря какую шаль вы захотите. Опять же, по итогу, возможно, вы будете делать похромочку такую, да, по периметру. Возможно, у вас будет какая-то интересная обвязочка, для нее тоже необходимое количество пряжи. И так далее, и так далее. Итак, я сейчас сделаю еще несколько, так скажем, возможно, 1, а может быть 2 вертикальных раппорта узорчика, чтобы показать в большем объеме, что в итоге получается. То есть встречаемся с вами через несколько рядочков. Давайте. Итак, смотрите, провязала несколько рядочков. У нас теперь по итогу получается веерочек раз, да, 2 веерочка, 3 веерочка и уже 4 веерочка. Так? И все. И так далее. 5 веерочков, 6, 7, 8, 9, 10 до нужной вам длины. Если вам необходима большая шаль, повторюсь, да, то вы, естественно, вяжете большую. Если вам необходим просто платочек, бактусик на шейку, да, то, естественно, вы вяжете небольшого размера. Повторюсь, в описании будет написано, как приблизительно рассчитать, сколько вам необходимо будет пряжи на ваше изделие, на ваш объем, на ваш размер. И смотрите, например, довязали вот до этого уровня, да, то есть вязали, 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 и вот такие вот веерочки у вас большие. Вы можете на этом этапе остановиться, можете придумать сюда вот висюлечки, да, вот между, например, веерочками. Можете придумать какую-то интересную обвязочку, посмотреть. То есть очень много видов различной обвязки, то есть как угодно. Можете точно так же продолжить веерочками, да, то есть обвязать столбиками, потом веерочками продолжить. Можете придумать кисточки, которые у вас будут по углам висеть. То есть на ваше усмотрение. Пряжа любая, фантазия ваша, у вас обязательно все получится. Узорчик несложный, узорчик простой. Принцип, то есть вы уже поняли, да, вертикальный раппорт узорчика. Дальше только будет повторяться. Все. Как вам видео?
Надеюсь, понравилось. Не забудьте поставить лайки, так, напишите комментарии. Обязательно подпишитесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик. Вы узнаете, когда на канале появится это самое новое и интересное. И под видео справа внизу находится стрелочка «Поделиться». Делитесь с друзьями, с подружками в различных соцсетях заранее. Спасибо вам большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.